Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Сталих Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Если вы хотите приготовить гуся 31 декабря, то замариновать вы его должны на несколько дней раньше. И в маринаде все должно быть прекрасно. Соль, сахар, уксус, специи. Но самый главный ингредиент маринада – это вода. Гусь весит 4 килограмма. Поэтому и воды необходимо взять 4 литра. Я выбрал воду Тассай. Это на самом деле очень вкусная вода. Ее источники в горах Тянь-Шаня. Поэтому я и пью такую воду. И готовлю только на воде Тассай. Встретится вам в продаже. Непременно купите. Обязательно попробуйте. Запомнили? Вода Тассай. А где вы были 31 декабря 1991 года? Если бы вы были близ города Фергана, то хохотали бы, как в цирке, не смеются. Потому что по перепаханному хлопковому полю бегали двое нелепых, длиннотяпых очкариков, а от них убегали два веселых гуся. Но жили те гуси вовсе не у бабуси, а у человека, который сказал мне, возжелавшего полакомиться в новогоднюю ночь жареным гусем: так их же еще поймать надо. Так вот, запоминайте, молодежь, правила. Двое безоружных людей в чистом поле ни одного самого домашнего гуся поймать не могут. Здесь, как в том же самом деле, нужен третий. Пусть он стоит, притворившись огородным пугалом, расставив в стороны руки. Двое других должны гнать гусей на него. И вот когда гусь, бессмысленно хлопая крыльями, пробегает мимо этого третьего, он его хватит рукой за крыло и к Сталику в багажник, в машину. А вот правило номер 2. Прежде чем резать гусей, прежде чем рубить им головы, заготовь ведро другое кипятка. Потому что не стоит воображать из себя Александра Сергеевича Пушкина, выдергивая из тушки птицы гусиные перья. Сидят они настолько крепко, и с каждой минутой все крепче и крепче, потому что тушка, извиняюсь за подробности, коченеет. Слушайте третье правило. Никогда не покупайте гусей у людей худощавых, с желтыми лицами. Нет, продавец гуся должен быть крепким, розовощеким и красиво упитанным человеком. Ну, спрашивается, с чего это он сам-то худой, если выращивает гусей? Ведь человек, откормленный жареными гусями, это прекрасно. Или что? Он их выращивает, а сам не ест? А почему? Ему что, денег жалко? Слушай сюда, честной народ. Сейчас я научу вас, как готовить очень вкусного гуся. Смотрите внимательно и не переключайтесь. Во-первых, чтобы в новогоднюю ночь полакомиться отменным, очень вкусным, сочным гусем, замариновать его следует за несколько дней заранее. И необходимо взять лист бумаги и авторучку, куда записывать, сколько чего вы кладете. Соль 2 столовые ложки. Пока что. Сахар 1 столовая ложка. Уксус виноградный. Можно взять любой. Виноградный 4 столовые ложки. А если попадется какой покрепче, то возьмите для начала 2 ложечки. Что еще может понадобиться для маринада? Да все, что вашей душеньке угодно. Например, несколько зубчиков чеснока, несколько горошин душистого перца. Не следует его путать с перцем черным. Гвоздика, лавровый лист, обыкновенный перец с горошком, немного кориандра и очень вкусная хвоя. Я беру хвою от Арчи. Это елочки, которые растут как раз в тех самых горах Тянь-Шаня. 3 зубчика чеснока, немного душистого горошка, пока что парочка лавровых листиков, несколько бутончиков гвоздики. Перец горошком можно класть смелее. Примерно 1 столовую ложку. Столько же кориандра
и ровно столько же хвои. Дикий можжевельник арча. Разумеется, без любых ингредиентов можно обойтись. Самые важные – это соль, сахар и уксус. Проверяем рассол на вкус. Должно быть очень вкусно. Даже небольшая капля рассола, которая попала к вам на язык, должна вызвать, извиняюсь за физиологию, слюноотделение. Нет, я бы посолил еще. Пожалуй, что еще целая столовая ложка соли. И непременно надо дать ей раствориться. Уксуса я тоже добавлю. Еще парочка столовых ложек. О, вот теперь все очень хорошо. Но есть еще один ингредиент, который я советую вам добавить. Апельсиновая цедра. Не бабушкины сушеные апельсиновые корки, а только апельсиновая цедра, только желтая ее часть. Корки дадут рассолу горечь, а апельсиновая цедра даст восхитительный, таинственный, восточный аромат. И вот, у меня в кастрюле превосходный маринад. Прям хоть хлебом макай, да и ешь. Но дело в том, что мы подобрали идеальное, правильное количество соли, сахара, уксуса и специй только для воды. Воды у нас 4 литра, 4 килограмма. Ровно столько же, сколько весит гусь. И только половина из этой соли, сахара и ароматических веществ и специй проникнет в самого гуся. А половина останется здесь. Так что же делать? А все очень просто. Я не зря записывал все на листок бумажки. Теперь количество соли, сахара, всех специй необходимо удвоить. Итак, еще 3 ложки соли, еще ложка сахара, еще 4 столовые ложки уксуса, ну и всякой специи по чуть-чуть. Вот теперь рассол такой вкусный, такой ароматный, что его даже и пробовать не стоит, потому что он горько-соленый, слишком сладкий, слишком скислый и чересчур ароматный. Но для гуся этот рассол в самый раз. Скажите, пожалуйста, у вас есть ведро, в которое поместился бы этот гусь так, чтобы его сверху рассолом покрыть? Или емкость соответствующая есть? Если есть, тогда берите. У меня нет такой емкости. Поэтому я поступаю вот как. Я беру полиамидный рукав, который используется для приготовления методом су-вид, то есть в вакууме. Гусь как раз умещается в этот рукав и заливаем его горячим рассолом. Очень и очень хорошо, что рассол сейчас практически кипяток. Потому что, хотим мы того или нет, но гусь осеменен какими-то микробами. А сейчас под воздействием кипятка они все погибнут, а когда рассол и гусь остынут до соответствующих температур, мы его поставим в холодильник. Либо в какое-то прохладное помещение. Но температура хранения маринованного гуся должна быть не выше 5-6 градусов. В принципе, можно было бы положить этого гуся в термостат при температуре градусов 60-62 часов на 10, откуда он вышел бы полуготовым. Но это все слишком сложно. Я покажу вам способ гораздо проще и гораздо лучше. А вот теперь самое время для того, чтобы вы мне рассказали вьетнамские народные сказки о том, как ваша бабушка сверху гуся просто солила, и было очень вкусно. Шкура гуся и подкожный слой жира у любой водоплавающей птицы практически непреодолимое препятствие для соли. Тушка гуся изнутри представляет собой каркас. И каркас этот настолько прочный, что иногда гусь мне напоминает вывернутую наизнанку черепаху. Через каркас соль тоже не пройдет. Либо для маринования гуся, а что самое главное, для просаливания гусиного мяса понадобится несколько дней. Посыпать солью тушку гуся, конечно, можно, но ведь дело в том, что крупинкам соли необходимо в чем-то раствориться. Это когда посыпешь солью мясо, из мяса немедленно выходит капелька сока, крупинка соли растворяется в этой капельке, и дальше дело пошло совершенно естественным образом. Соль проникает внутрь куска мяса. Но дело в том, что жирная утиная шкура не потеет, поэтому солить гуся сверху
Можно, но соленой будет только шкура, а мясо внутри окажется не соленым и поэтому покажется невкусным. Это заблаговременно замаринованный гусь. Когда четверть века назад в интернете я начинал писать о плове, каждый первый спрашивал меня, а нельзя ли приготовить плов не в круглом казане, а в овальной гусятнице, которые у многих пылились где-то там на антресолях. Где они у вас? Сохранились? Доставайте. Нет? Вы стали настолько умными и решили, что вот эти замечательные овальные гусятницы вам больше никогда не пригодятся? Вы накупили себе духовок, которые могут сделать все? Вы на самом деле так считаете? Ух, как бы дал больно. Ни в одной супер-пупер духовке, ни в каком гриле, ни гусь, ни индюк, ни утка, никакая другая птица не приготовится лучше, чем в форме идеально подогнанной потушки птицы. Понимаете, это как хороший костюм на джентльмене. Точно так же хорошая гусятница для хорошего гуся. Вы понимаете, что сейчас будет происходить? Из гуся непременно побежит сок. Сок вскипит и образует пар. Под воздействием пара гусь начнет прогреваться очень быстро. Я много раз приводил вам один и тот же пример. Сидишь в бане, можно терпеть и 100 градусов, и 110 градусов, но только до тех пор, пока кто-нибудь не плеснет ковшик воды на раскаленные камни. Казалось бы, камни от воды остыли, но в парной сидеть больше невозможно. Вот то же самое сейчас испытает гусь. Он будет сидеть в парной, которой кто-то постоянно будет подливать ковшики воды. И таким образом он прогреется очень быстро и при этом не пересохнет. Ну а дальше? Стенки гусятницы рано или поздно примут температуру духовки. Это будет 220 градусов. И именно от близко расположенных раскаленных стенок гусятницы и начнет румяниться шкура. Ну, конечно, можно было бы положить гуся и в круглый казан, либо даже накрыть этим круглым казаном. Но здесь какие-то части гуся будут очень близко расположены к раскаленным стенкам, а какие-то далеко, и поэтому гусь пожарится неравномерно. Ну почему вы так жестоки к этой восхитительной птице, которая мариновалась 3-4 дня, которую мы сейчас начиним айвой, самым лучшим плодом, которая будет жариться и пропитываться ароматом лука, морковки. Господи, да разве может быть новогоднее угощение лучше, чем то, что мы готовим сейчас? И здесь как нельзя лучше уместен аромат хвои. Я снова беру арчу, среднеазиатский можжевельник. Я понимаю, что у вас нет арчи, но у вас наверняка найдется розмарин, который пахнет почти что так же. Подкладывайте сюда веточки розмарина. Под воздействием пара, под воздействием жира они начнут источать великолепный аромат, который затмит собою все вокруг. Накладывать слишком много долек айвы в тушку гуся не надо. У меня есть идея получше. Погодите, не переключайтесь. Вы смотрите, пожалуй, что самую интересную кулинарную программу, в которой новогоднего гуся готовят по всем правилам. И эти правила гласят, что крылышки и ножки у гуся должны быть подвязаны, плотно прижаты к тушке. На дно к овощам буквально полстаканчика воды, для того, чтобы парообразование началось сразу же. А самого гуся смазываем маслом. Да. Запоминайте правило. Если запекать в плотно закрытой посуде мясо, то 45 минут на каждые полкило мяса. Если запекать птицу, то 30 минут на каждые полкило ее веса. Ого, да неужели этому гусю предстоит готовиться 4 часа? А давайте проверим. Духовка 220 градусов. Гусь простоял в духовке при 220 градусах 1 час, а затем еще 2 часа при 180 градусах. Мы с вами договаривались, что гусь у нас будет запекаться 4 часа. Да, этому восхитительному гусю как-то надо пережить еще целый час, во время которого мы приготовим гарнир. Вот какая у меня на этот счет идея. Вы только загляните в латку, посмотрите, что у меня здесь образовалось под гусем. Вы это все куда собирались выложить?
Выкинуть, что ли? Да вы что? Разве так можно? Лук, морковь, арча отдали в гуся все свое самое лучшее. Но здесь натекло сантиметр жира. Я думаю, грамм 300-400, не меньше отличного гусиного жира, на котором может получиться такой восхитительный плов, что вы себе даже не представляете. Возможно, что эта морковь даже в таком состоянии чрезвычайно вкусна. Но сейчас ей здесь вовсе не место. Нет, сюда, на самое дно латки, чуть не сказал казан, пойдет картошка. Картошка, порезанная ломтиками. Вот так, толщиной примерно полсантиметра. Картошечку необходимо посолить, потому что картошка без соли вкусной быть не может. И теперь поверх картошки надо насыпать рис. Рис замоченный, рис промытый. 900 грамм риса. После замачивания этот рис уже весит примерно кило 200. Берите килограмм пропаренного риса. Не слушайте никого. Здесь никакой другой рис не подойдет, потому что мы не сможем контролировать ни один процесс, пока эта латка с рисом будет находиться в духовке. Рис имеет вес примерно килограмм 200, но он способен выпить еще около 2 литров воды. Часть влаги отдаст в рис картошка. Как ни странно, но картошка достаточно сочный продукт. А еще часть волшебной, уникальной влаги рису отдаст айва. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь пробовали плов из айвы? Нет, не с айвой, никогда в плов добавили немного айвы, а из айвы, без моркови. Это невероятно вкусно. И я засыпаю поверх риса примерно килограмм довольно крупно нарезанной айвы. Айву я и посолю, потому что рис у нас не соленый, и приправлю довольно необычной приправой. Но сначала вода. Замеряем. Примерно литр 800. Это приправа для приготовления глинтвейна. Здесь есть корица, черный перец, здесь есть бадьян, здесь есть гвоздика. Здесь есть все необходимое, чтобы сделать вкусной айву. И даже немного сахара. Кисло-сладкой айве это все подходит как нельзя лучше. Получится невероятно вкусно и очень необычно. Зачем в новогоднюю ночь готовить обычные блюда? Скажите мне, пожалуйста. Только необычные, только самые вкусные, такие, которые запомнятся не на год. Нет, на всю жизнь. Ваши дети, ваши внуки когда-нибудь будут рассказывать: ах, дедушка нам на Новый год пек таких гусей. А вот как он плов готовил, мы не помним. Для этого случая есть социальные сети Сталика Ханкишиева. Приходите, если что-то забыли. Приходите, если что-то не можете вспомнить. Я вам все напомню, все объясню и все покажу как нельзя подробнее. И рис, и гуся мы ставим в печку еще минут на 40, а может быть и на час. 180 градусов, а во второй половине приготовления 150. Думайте, что хотите. Либо все готово, либо у меня просто больше нет терпения. Здесь гусь. Минуточку. Здесь плов. Да не просто плов, а плов на гусином жире. Полюбуйтесь этими блюдами. Сейчас, одну минуточку. Начинаю выкладывать. О-хо-хо-хо-хо-хо. Ну, полюбуйтесь, посмотрите, каков рис, какова айва. А до картошки мы сейчас доберемся. Минуточку. Мне же еще хочется на гуся посмотреть. О! Видали вы когда-нибудь более красивого гуся? Да этот гусь, честное слово вам говорю, он же красивее меня. Уж по крайней мере, точно вам говорю, аппетитнее. О! Донести хорошо приготовленную птицу до блюда, да так, чтобы она не развалилась, это тоже в некотором роде умение, в некотором роде талант. Ну а теперь очередь плова. Раскладываем.
И ведь не каждый поверит, что картошка в плове может оказаться невероятно вкусной. А вы не верьте мне на слово. Вы возьмите, да и приготовьте. Точно такой же плов. Рис, айва, картошка. Ну а рядом что Бог послал? Обычный гусь. Я сейчас подниму его на блюде и пожелаю вам приятного аппетита и счастливого Нового года, дорогие друзья! Дорогие друзья, это новая книга, которая называется «Сталик Видеобук». Еще ярче, еще вкуснее, еще лучше книги у меня просто не было. Каждый рецепт начинается с QR-кода, где размещен видеорецепт того, о чем мы рассказываем здесь, вот в этой статье. Рассказ более чем подробный. Каждый рецепт описывается предельно детально и, разумеется, фотографии шурпа, бозбаш, борщ, зеленый борщ. Здесь много рассказано о заготовках, какие-то теоретические статьи, которые помогут вам готовить лучше и разобраться в очень многих важных вещах кулинарии. Кюфта, бозбаш. Все эти рецепты, в принципе, вы можете посмотреть и у меня, и в Ютубе, но в книге они изложены гораздо лучше, гораздо глаже. Хашлама – очень вкусный суп, практически из одного только мяса. Совсем недавно было это видео, но следом идет суп совсем без мяса, из одной только чечевицы. Чечевичный турецкий суп, который получил огромную популярность в интернете. Посмотрите, какая фотография красивая. И суп, который удивляет любых гостей. Я вам ручаюсь. И как можно было обойтись в такой книге, скажем, без лагмана? Зеленый борщ с щавелем. Посмотрите, какая фотография. А? Не красота? Бешбармак. Кяля-пача. Это и турецкое блюдо, и узбекское блюдо. И начинаются основные блюда. Может, даже не столько основные блюда, сколько горячие закуски. Например, такая, как печень с овощами. Готовится 15-20 минут. Ум отъешь. Настолько вкусно. Печень по-турецки, немножко по-другому, но тоже очень интересно. Джизбыс, то, что блюдо готовится на садже. Все рецепты прописаны так, что должно получиться у любого. Уж если вы посмотрели видео и готовили, и у вас это получалось, то это по этой книге приготовите обязательно. Некоторые рецепты, например, такие как басма или дом ляма, встречались в предыдущих моих книгах. Например, казан-мангал или книгу про казан. Но это самые популярные рецепты из моего репертуара. Вот здесь самые лучшие песни Сталика Ханкишиева. Поэтому, если какие-то рецепты даже и встречались раньше, здесь они, во-первых, с новыми фотографиями и с текстами, которые написаны по-другому. Дело в том, что когда я писал вот эту первую книгу, я не знал, о чем будут люди задавать свои вопросы, когда познакомятся с этими рецептами. А теперь я знаю, какие вопросы вы задавали под роликами. Я прочитал все эти вопросы. И я даю ответы на каждый ваш вопрос вот во всех этих рецептах. Поэтому здесь так много слов, поэтому здесь так много букв. Не от того, что рецепты слишком сложные. Нет. Здесь просто все расписано подробно, что если вы прочитаете, у вас не останется вопросов. Ну, по крайней мере, не должно остаться вопросов. А, допустим, остались какие-то вопросы, и что же вам делать тогда? Очень просто. Вы заходите по этому QR-коду, смотрите видео, и если не нашелся ответ на ваши вопросы внутри видео, вы можете задать его непосредственно мне.
То есть, когда это такое было, что вы покупаете книгу, вместе с возможностью задать вопрос непосредственно автору. Самса. Все про самсу. Одно из самых популярных узбекских блюд. И как ее приготовить в духовке, круглую, слоеную, треугольную, какую хочешь. С начинкой из мяса, с начинкой без мяса тоже. Ну а что поделать? Некоторые люди, вот, например, соблюдают посты православные. Да? И почему бы для них не подготовить какие-то рецепты, которые подходят в том числе и в пост. Да? Татарский пирог Зурбалиш. Я его сам так полюбил, что решил поместить в эту книгу. Рассказ о выдержанном мясе. Это прямо основа любого стейка. Это основа любого хорошего шашлыка. И стейки, и шашлыки, поверьте, этой книги вам будет достаточно, чтобы вы научились готовить базовые рецепты из мяса очень хорошо. Ну и такое блюдо, как бефстроганов. Вы не попробуйте ни в одном ресторане такой вкусный бефстроганов. Вы приготовите лучше. Бифштексы какие-то, ну, в общем-то, тоже это абсолютно базовые блюда, котлеты, пюре. Я могу рассказать о котлетах то, что вы до сих пор не знали. Я могу рассказать о картофельном пюре то, что вы до сих пор не знали. Я могу приготовить котлеты из говядины и баранины, точнее, не я могу, это вы научитесь готовить котлеты из баранины, из говядины и из курятины. В одном казане и курятина, и говядина, и вместо кетчупа просто помидоры. Но если хотите приготовить идеальный домашний кетчуп, у меня есть для вас рецепт. Вы приготовите, лучше не придумать. Котлеты из индюшатины с начинкой. Одним словом, все эти рецепты... цыплята табака. А как обойтись без цыплят табака? Про пловы. Очень много про пловы рассказано. От самых простых для студентов до ферганской такой классики. Как приготовить абсолютно классический узбекский плов. Как приготовить плов самаркандский. Как приготовить шавля, мастава. Это жидкий плов. Это суп вместо плова из тех же самых продуктов. Самаркандский плов. Гречневый плов, плов из гречки. Знаете, какой вкусный? Плов атахан. Это такой узбекско-азербайджанский мой вариант плова. Оши афгани, это так готовили бухарские евреи. Тут вот еще несколько блюд, которые готовили в Узбекистане и Таджикистане, а узбеки и таджики их не знали, потому что это блюдо бухарских евреев. А я узнал. Я сохранил их рецепты. Теперь бухарских евреев ни в Таджикистане, ни в Узбекистане почти что не осталось. Считанные люди остались там, немножко осталось совсем людей. А их рецепты будут жить на ваших кухнях, потому что это вкусные рецепты. Вот вы слышали, что плов можно приготовить без казана вовсе, в мешочках. Вот, пожалуйста. Прям в мешочках можно приготовить плов, и это сказочно вкусно. Азербайджанские пловы. Все самые вкусные пловы, по крайней мере те, которые вы выбрали в качестве самых вкусных, самых интересных, они все здесь есть. Вот разговор про мангал, про тандыр, о том, каким должен быть мангал, какая глубина у мангала, как работать с мангалом, как выбрать уголь. Я про все это рассказывал в Ютубе, и как мариновать мясо, как порубить фарш на люля-кебаб, где я поел самый вкусный шашлык. Где я поел самый вкусный шашлык в своей жизни? Вы никогда не угадаете. В Нью-Йорке вот этот человек приготовил. Я расскажу вам, почему то шашлык был самым вкусным. И дальше дам вам свои рецепты шашлыка. Расскажу вам, как сделать шашлык самым мягким. Расскажу вам о правильной степени готовности шашлыка. Ребята, я вложил в нее опыта намного больше, чем в мою самую первую книгу, чем во вторую. Я вложил в нее любви гораздо больше. Я вложил в нее очень много труда. И я точно знаю, что эта книга явится великолепным подарком хоть на Новый год, хоть на день рождения. Просто с этой книгой можно жить в обнимку, и все у вас будет получаться замечательно, все у вас будет получаться очень хорошо. И самое важное, что вы должны быть, конечно, подписаны на мой YouTube-канал и на мой канал в Дзене. Это очень важно, особенно если вы, как и я, живете в России. Дорогие друзья, мою книгу можно приобрести на сайте stalik.ru. Заходите, заказывайте, вам ответят на все вопросы. Ее отправят почтой, с ДЭКом, любыми другими сервисами, везде, где эти сервисы работают и куда доходит Почта России. Спасибо за внимание.